Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события на пороге, события до конца февраля. Как изменится ваша жизнь, давайте узнаем в этот период до конца февраля. И у нас очень много серьезных планетарных событий. Но вначале мы разложим именно карты пасьянса. Это то, что на пороге, это где-то близко с нами, может быть, со дня на день. Но у нас февраль очень насыщенный месяц, потому что 14 числа Сатурн переходит в знак Овен. И мы знаем, Сатурн – это владыка кармы, владыка времени. Это планета, которая олицетворяет порядок, дисциплину, четкие правила. Но уже 16 февраля в знаке Овен добавляется к Сатурну, они как бы встречаются, встреча двух планет, планета Нептун. И если мы сказали, что Сатурн – это граница, это порядок, а Нептун – это никаких границ, и в принципе это что-то размытое. Это наши планы, мечты, это на уровне интуиции, жизнь через ощущения. И подобное соединение бывает только один раз в 36 лет. Вот в такую мы с вами эпоху живем. Более того, на этом все не заканчивается. 17 числа у нас новолуние, который одновременно открывает коридор затмений, который продлится вплоть до 3 марта. И более того, 28 числа, а 26 у нас может быть очень важная дата. Просто будьте в этот день внимательны, что идет в вашу жизнь, что идет буквально на ваш порог. Будьте внимательны, с какими людьми вы контактируете, какую информацию вы обрабатываете. Могут быть подсказки. А 28 февраля, в самом конце, у нас будет астрологическое явление, которое мы называем или парад планет, или планетарное как выравнивание планет, когда, нам так мы смотрим, и нам кажется, что это планеты находятся на одной линии горизонта. Поэтому тут явно есть какая-то тема, особенно для вас. Уран уже в прямом движении, поэтому какие-то вопросы из прошлого, которые долгое время не решались. Вот будьте готовы, мои дорогие тельцы, что решение альтернативное скорее вам придется в чем-то принимать. И это может быть совсем не то, о чем вы думали. Поэтому будьте готовы к переменам в принципе. У нас весь год, и я должна сказать 17-го, вот еще забыла сказать, 17-го у нас начинается год лошади по китайскому календарю. Поэтому тут очень знаковое время, сам по себе конец февраля. Ну ладно, вот с чего это хотя бы начинается? Давайте проясним с вами. На этом все не закончится, это будет продолжаться, но дальше мы будем делать расклады, еще будем узнавать уверенность. Вот, наверное, все то, что надежно, все то, что не эфемерно, может быть, кто-то стабилизирует даже свое финансовое положение, да, вот надо какой-то якорь достичь для того, чтобы, как было от чего оттолкнуться. И тут у каждого свой якорь. Даже если у вас сейчас какая-то финансовая сложная история, значит, вывести нужно на какой-то определенный баланс, на какую-то плату, от которого мы тоже все равно в последующем можем оттолкнуться, когда мы можем что-то начать планировать. Но у вас еще любовь, мои дорогие, любовь, поэтому может быть признание в любви, или это близкие люди, может быть, это какая-то личная история, которая явно в этот период каким-то образом даст либо о себе знать, может быть, тут у каждого по-своему. То те, кто в паре, у кого все хорошо, но это значит больше чуткости по отношению друг к другу. А те пары, где какие-то сложности, тогда время наступает что-то прояснить. Маска. Телец кому-то не верит явно. Или, в принципе, есть какие-то задачи, которые, знаете как? К примеру, тут рядышком у нас совпадает книга. Это где вы не чувствуете себя уверенным. Может быть, как знание законов, ведь иногда это учреждение, инстанции, может быть, учреждение образования, когда вам нужно что-то изучить. Но при этом есть какое-то лицо, которое за вами наблюдает. Может быть, это, в принципе, в вашей жизни есть уже та персона, которой не стоит доверять. Но маска – это всегда подразумевается тот человек, который нам не говорит о своих планах. Вот проанализируйте, в принципе, свое окружение. Может быть, и в ближнее, и далекое у нас время строить правильные социальные связи. Может быть, вы слышите то, что приятно уху, но это не говорит, что в практике будет именно так и продолжаться. Наступает время какие-то правильные сделать выводы.
Может быть, и самим вам быть хитрее, мои дорогие, держать эту маску за пазухой, так и хочется сказать. Ваше благополучие, может быть, без этого невозможно, кстати. Якорь и маска. То есть мы не достигнем, вот смотрите, какая подсказка через карты пасьянса. Мы не достигнем вот этого якоря, пока мы снова и снова будем готовы обманываться буквально. Или пока у нас словно глаза не откроются, пока мы не увидим реальность с какой-то совершенно новой позиции. Смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем складывать карты в крайних рядах по горизонтали, по вертикали. Я не вижу больше совпадений. Хорошо, пойдем с вами дальше. И на колоде Таро давайте мы с вами узнаем. Ну вот, видимо, ключевое значение – это именно достичь этого стабильности, вот этого якоря. Может быть, и правда, есть те вопросы, которые вам нужно прояснить все-таки. Вот я вижу, что знание – сила буквально. Может быть, это вам придется в какие-то инстанции отправляться. И при этом все-таки будьте аккуратны. Не расскажите о себе больше, чем следует. Может быть, это возвращается какая-то тема, которую вы можете переделать. У нас, в принципе, такой период планетарно. Но тут тоже что-то неоднозначно. Вот давайте с вами узнаем, как изменится ваша реальность и до конца февраля какие события произойдут. Мы достанем 4 карты. Как изменится ваша жизнь, личная жизнь, любовь. Как изменится ваша жизнь, деньги. Что будет меняться? Ваше благополучие. И как изменится ваша жизнь? Это ваши планы, достижения, карьера, работа или важные встречи, согласования. Любовь. Вот тебе здрасте. А тут у нас, тем не менее, любовь. Но что-то должно быть все равно подведено к знаменателю. Мне очень нравится, как эту карту трактует Колит Барон Рид. Есть у него колода добра, десятка мечей, изящное завершение. Вот наступает время изящно что-то завершить. С чем это связано? Что из прошлого? Может быть, тянется до этого периода, да, то, что вам хорошо знакомо. Может быть, и объявится, как будто заново вам придется с этим взаимодействовать. Ну да, из прошлого тянутся какие-то нерешенные вопросы по части взаимоотношений. Сомнения, мои дорогие. Именно по части пары. Может быть, это у кого-то сложная ситуация, когда вы оказались на выборе. Вот, видимо, именно теперь, вторая половина февраля, для вас может скрыть те вопросы, которые были, знаете, как между двух огней. Может быть, это у кого-то выбор между партнерами, я такое не исключаю. А может быть, и речь даже не идет между двумя партнерами, а хочется больше правды истины в ваших отношениях. Явно тут что-то нужно разобраться. Причем разобраться вам нужно самим. Сделать какой-то однозначный выбор. Две карты, по сути дела, выбора и какой-то путаницы. Что нового идет в ваши отношения? Нам снова говорят о какой-то завершающейся, как в программе, старший аркан. Конечно, карта может свидетельствовать, ну, даже, например, да, мы говорим вопросы пары или семейные отношения. Ну, семейная жизнь. Я думаю, со мной согласятся многие, те, кто в паре. Она это не бабочки в животе, это не есть какая-то только романтика. По сути, это работа. И поэтому очень часто бывает все-таки двое разных людей встречаются. Поэтому очень часто, ну, какие-то недопонимания, они бывают. Вот у вас можно поставить как бы точку в сомнениях, неуверенности. Все-таки эта карта перерождения, это где-то трансформация. Иными словами, трансформировать в какой-то новый красивый узор, сложить те пазлы, которые долгое время никак не складывались. И тогда обе карты будут говорить, примириться ты можешь. Все-таки по аркану влюбленные, нам говорят, сепарация только иллюзия. Я тут больше вижу, история какая-то будет продолжаться. Но это, по крайней мере, для тех, кто либо в паре, либо у вас есть, ну, как взаимосвязь четкая. То есть есть какие-то составляющие, которые вас именно удерживают. Но тогда это все равно перестройка ваших отношений проходит. И мы не вспоминаем былое и думы, какие-то наши предположения. Тогда это те, как вот отношения, которые должны выстраиваться как в новую какую-то концепцию, может быть, в связи с теми переменами точно,
которые произошли. Что-то придется учитывать, но это не говорит о том, что мы, ну, до бесконечности, может быть, упрекаем, вспоминаем вот именно в этом контексте. Тут есть возможность помириться, вот у кого сложные отношения. Или нашла коса на камень, утеряно было взаимопонимание. Здесь как с новой силой, с новым импульсом, мои дорогие. Ну и оплошать тоже. Девушка держит предмет вот этот загадочный, а по прописанному в колоде это ни много ни мало Грааль. Вот я тут вижу, что тут какая-то история, явно вас что-то не устраивает, но, по крайней мере, до конца февраля есть, ну, какая-то составляющая. Может быть, вы будете пытаться перевести как на новый формат или с новым пониманием. Но, видимо, быть все равно реалистом, мои дорогие тельцы, и если были какие-то серьезные проблемы в ваших отношениях, нельзя на это тоже закрывать глаза. Все же время делать выбор. Какой-то важный он присутствует. Но, тем не менее, по пажу жезлов здесь новый импульс, мои дорогие. У кого-то это может быть ваше новое решение, ваше новое поведение, ваша новая какая-то стратегия выстраивания отношений на последующий период, это точно. Но у кого-то такая перезагрузка может начаться с новости. Или которая будет связана с тем, что, может быть, даже от ваших детей. Я не исключаю точно так же, это, ну, может быть, какая-то важная информация, которую вы получаете, а в конечном итоге к чему это идет? Личная жизнь, выбор, а карта однозначно. Ты пока не рви, сохраняй. Вот правда, тут все мы сохраняем. Не наступило время. Время кармы, может быть, когда мы можем в личной жизни что-то поставить как точку. Ну, выводы мы делаем. Но и о чем говорят карты? Вам придется что-то еще, как минимум до конца февраля, как наблюдать, мои дорогие. Вот и наблюдайте. Но при этом вы не должны сделать что-то себе плохого. И поэтому вот быть реалистом, вот, да, вот этот Грааль. То есть, если вы знали, что есть проблемы, не надо закрывать на это глаза. Наблюдайте, делайте выводы. Не просто, когда вам что-то обещают, а когда это в каком-то материальном эквиваленте, в заботе о вас, к примеру. Это должно выражаться. И вот когда вы на одну чашу весов положите заботу или, может быть, даже вот это тепло, или как сопутствие вам, сопровождение вас, участие в вашей жизни. Не просто так, в виде того, что, ну, живем как есть, да и ладно. А когда все равно переоценка какая-то ценности, она внутри вас происходит. Но сказать, что мы себе сделали что-то во вред, а кому-то хорошо, нет. Это нам, скорее всего, все-таки тут что-то должно и завершиться. И ваша какая-то прежняя позиция, она тут тоже должна быть пересмотрена. Ну, вот какой-то новый ключ к решению старых проблем по части личной жизни. Деньги, мои дорогие, как изменится ваша жизнь, а вот тут тоже будьте внимательны. Опять выбор. Личная жизнь и деньги. Два выбора. Два или две сферы жизни, которые требуют от вас, мои дорогие тельцы, предельного внимания. С чем это связано? Что какая история из прошлого складывается на этот момент? Вы знаете, вы о чем-то могли думать, а тут вы получите известие, информацию. Вы уже явно об этом думали, потому что это все же мы на позицию прошлого. Но вот теперь то, что вы предполагали, вы получаете либо документ, либо бумагу. Может быть, это важный разговор какой-то. Или когда словно прорыв, что еще из прошлого. Может быть, это у вас из прошлого все-таки, да? Карта кармы сама по себе, карта справедливости. И всегда это причина и следствие. И тут однозначно, если вы сделали что-то хорошо по деньгам, то здесь вы сможете вот это равновесие достичь и гордиться собой, да? Тут какая-то сложная могла быть ситуация выбора. Но если мы сделали какой-то ляпсус, то нам придется исправлять эту ошибку. И к этому у вас будет возможность, безусловно. Но как будто, чтобы выйти, вот у кого сложная ситуация, окончательно из какого-то жизненного финансового тупика, это потребует от вас однозначного решения. И самое главное, продолжать вот эту политику собственную, финансовую. А что нового? Может быть, буквально какая-то история, которая касается личной жизни, может быть, ваших детей, близких. Что тут еще нового? Может быть, даже кому-то из близких вам придется сказать «нет» или провести какие-то важные разговоры.
Потому что нам ведь тут все на укрепление, на стабилизацию финансовой ситуации, как будто мы не можем ее оставить просто так, потому что буквально кармический урок. Поэтому тут нужно правильно что-то распределить. Но явно с вами будут не согласны. Поэтому вам будет важно как-то договориться и быть правильно понятым. Тут не само по себе, вот как ни странно, финансы, посмотрите, тут такие идут карты, которые говорят, что у тебя, телец, какая-то история слишком долго затянулась. Она тебе знакома, причем, может быть, много раз проигрывался. Ты какую-то ошибку, возможно, все время допускал. Так вот, кто эту ошибку вовремя узрел, буквально, то вы теперь ее уже и преодолеете в течение февраля. По крайней мере, стабильность, она наступает. Но, может быть, у кого-то необходимость увидеть вещи цельными, в реальности, что есть, не закрыть на что-то глаза. И придется, вполне вероятно, даже с близкими какие-то важные беседы проводить, чтобы и не было конфронтации, чтобы быть правильно понятым или понятой, но и не навредить себе. Если мы останемся в прежней стратегии, то так на лад дело не пойдет. Мы как будто будем идти или мы будем работать, мы будем зарабатывать, а это словно в песок будет уходить. Вот подумайте об этом. Я не исключаю, может быть, тут могут быть и те какие-то известия, которые связаны с внешней историей, или это событие, или это как смена, ну, знаете, взаиморасчетов на работе или по части вашего бизнеса. Вы явно об этом тоже думали, и здесь вы можете, ну, так четко быть уверенным, что да, стоит себе доверять. Тогда дважды вам придется менять какую-то свою финансовую стратегию и тактику. Что-то должно быть пересмотрено. Причем в ваш плюс, мои дорогие тельцы, ваше благополучие в целом. Ну, по пятерке пентаклей кому-то телец помогает, ваше благополучие точно помогает, что из прошлого мы смотрим, да? Есть, может быть, наши близкие, друзья, наши любимые, родные, вот смотрите. Но, тем не менее, по рыцарю мечей, у кого-то по части благополучия, именно ваше благополучие будет связано напрямую. И любовь, или взаимоотношения, и одновременно деньги. Потому что по деньгам тут могут прийти действительно какие-то известия или посещение, может быть, каких-то инстанций, ну, к примеру, налоговых инстанций. Мы не можем это отложить. Вы можете получить известие, что нужно совершить какой-то платеж. И вы будете, может быть, отталкиваясь вот от этого известия, от этой новости, и где-то объяснять даже кому-то из близких, почему сейчас вы должны, допустим, не купить то, что человек хочет, или не потратиться на что-то, а именно для себя совершить платеж, да, ну так в общем и целом. Здесь нужно как-то очень правильно вам скоординировать свое благополучие, и это будет и на уровне договоренности, и какой-то, может быть, жесткой реальности. Вот это неожиданность, но по этой карте мы ищем правду, и мы ее находим. А у кого-то ваше благополучие напрямую будет зависеть, да, от того, что вот эта маска. Вдруг вы понимаете, что, ну, ваше благополучие, оно зависит от того, насколько вы сумеете красиво сказать «нет», может быть и так. Потому что вот именно чему-то нужно, ну, что-то переиграть, переиначить, переписать, пересоставить. Ну, а что нового идет? Ну, все то, что я говорила, аркан императрица. Ваш статус может от этого зависеть, не просто благополучие. Конечно, финансовый эквивалент есть, но для кого-то и здоровье тоже. Имеется в виду, что такое здоровье. О здоровье мы с вами расклады не рассматриваем. О здоровье мы идем к врачу. Все, это точка. То, что по императрице, это бодрость духа. Это, в принципе, жизненные силы, активность. Это значит, вы не, знаете, у вас взаимосвязь личной жизни. В целом, я не говорю любовь, но это то, что даже вот вы чувствуете. Или когда вам хорошо. И денежная ситуация. Ну, ваш знак зодиака, земной знак, да, это какая-то конкретика, а не что-то там в облаках эфемерное. Вот от того или от тех людей, с которыми вы контактируете. И если есть те, которые, ну, тут, больше водят за нос, ну, значит, тогда нужно правильные выводы делать. Может быть, эти выводы где-то и касаются. Где-то аналогично про деньги. У кого-то из вас
Может быть, вопросы дома, самого по себе дома. Сейчас нужно что-то переделать, и от этого тоже зависит благополучие. А кому-то здоровый образ жизни и, может быть, пройти какое-то профилактическое лечение. Ну или даже взять на себя какую-то ответственность за свое собственное здоровье и начать, допустим, пешие прогулки, посещение бассейна. Вот для императрицы все важно, понимаете? Это в целом все складывает благополучие. Нет того, что что-то вот одно, и вот от этого вот прямо, ну, все остальное будет как-то само по себе складываться. Нет, время подумать о себе, мои дорогие тельцы. И праздник после победы, поэтому праздник и победа какая-то будет. Вот если вы что-то пересмотрите, переиграете, переиначите, начнете просто в феврале, до конца февраля, больше думать о себе самом или самой, себе больше уделять внимание. И это благополучие, если мы даже сказали, как образ жизни, может быть, да, изменить, график труда и отдых, вы много работаете. Вот здесь не может быть, опять же, как в прежнем ключе. Иначе, мы себя как в угол какой-то загоним. Или нам придется, как этому жонглёру, э, без отдыха работать или без конца в чем то участвовать. Все таки мы и не должны это как разорвать какую-то связь. Да, есть такое. Но и как будто есть какая-то конкретика, которая нас заставляет быть к чему-то более внимательным. Мы не можем сказать, что: "А оно так всегда". И так оно будет продолжаться на кону буквально ваши победы, ваше благополучие и ваш успех, ваше счастье, изобилие, процветание. По сути дела, праздник жизни. Ваши достижения. Вам сейчас словно фортуна помогает. И все то, что нам сказали по предыдущим картам, мои дорогие тельцы, вам нельзя это упустить. Потому что вот сейчас, до конца февраля, делать правильные выводы, строить правильные связи, как и личные, так и социальные. Да, здесь, может быть, у вас получится такой момент, буквально момент или один день до конца февраля, и я не исключаю, когда вам нужно будет куда-то поехать по тем причинам, которые вы не можете отложить. Более того, карта колеса фортуны не предполагает, что мы что-то откладываем. Куй железо, пока горячо. И это может быть какой-то ваш проект, задумка, бизнес, работа. Может быть, это даже какая-то учеба, которая вам совершенно необходима. Изучить новые методы, какие-то новые технологии. Или разобраться в каком-то вопросе. Не отложить это на потом и не сказать, знаете, махнув рукой, что ну потом опять же разберется. С чем это связано из прошлого? Вы долгое время провели какую-то работу. Может быть, вы долгое время работали, ухаживали буквально, да? Вот как этот человек ухаживает за деревом маленьким. У вас есть какой-то свой как продукт или свое желание. Но вот теперь наступает время, нужно определиться, насколько вы готовы углубиться или насколько далеко что-то продолжать, в чем-либо участвовать, но ваши усилия не должны быть потрачены даром. А что нового? Здесь может быть сопряжено, смотрите, ваши достижения. У кого-то, правда, будет все-таки аркан император. Это может свидетельствовать как раз о власти. Согласованиях, которые сопряжены именно с инстанциями, с чиновниками, с людьми, которые наделены властью. Или когда вам самим нужно будет прояснить, как в отношении вас работает закон. Может быть, это и есть какой-то вот человек конкретный, который вам будет где-то, вот он, кстати, может неожиданно, ну, каким-то образом появиться. И это не обязательно, кого вы ждете, вот император. Это может быть просто как высокопоставленное лицо. В том или ином, ну, как-то виде, имеется в виду с какими-то вашими событиями. Может быть, это вы сами ищете такого специалиста, а может быть, это какая-то весть приходит, как известие, и вам нужно прояснить, ну, вы словно на каком небе, в каком вы статусе. Это напрямую будет говорить о том, что что-то или будет в правильном ключе продолжено, или вы можете как будто, ну, так вот соскользнуть и отдать на волю случая свою судьбу. Ведь это мы говорим уже на прогресс или ваши достижения, работа, карьера. Тут вы сами должны организовать свою жизнь по новой, ведь это организация. В данном случае вам Сатурн будет буквально помогать больше ясности внести в свою жизнь. Поэтому и вам нужно быть
ну, вот таким ясновидящим, да, я имею в виду не про магию ни разу, а просто, знаете, вот мы называем это осознанностью, осмысленностью. Зачем мне это нужно? К чему это идет? По части вот этих тем задавать себе вопросы. Причем в разных сферах жизни. Нам об этом уже не раз сказали карты, потому что на кону ваше благополучие, изобилие, процветание, ваш успех и праздник. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.